Всем привет! Сегодня то самое видео, которое я не собиралась снимать. Если я все-таки его отмонтирую и выпущу, обязательно ставьте мне лайк за смелость. Хочу поделиться своими секретами. Я ношу только БУ вещи. Меня недавно обманули. Я не хочу работать, и я боюсь рожать. И многое-многое другое. Неужели я все это расскажу? Может, не расскажу. Посмотрим. Секрет первый. Все мои вещи БУ. Это на самом деле правда, потому что у меня есть старшая сестра, невероятно щедрая старшая сестра, которая постоянно отдает мне свои вещи. Я не знаю, почему она мне отдает все, что ей кажется лишним. Она подарила мне телефон, несколько курток, сапог, сумок, постоянно привозит мне какие-то вещи, в том числе это платье. Может быть, это вещи и ношеные, но за счет того, что мы с ней, во-первых, примерно одинаковой комплекции, во-вторых, у нее очень хороший вкус. И действительно, вот есть люди, знаете, вот, которые заходят в магазин, и они находят те вещи, которые мы, обычные люди, мы так не оденемся в тех же самых магазинах, потому что они находят какие-то такие варианты, которые сложно найти. Хорошее платье, только не моя ростовка, поэтому постоянно вот так надо делать. Никак. Декольте только если. Нет, декольте нельзя. У меня детский канал. Вот так. На самом деле эти вещи, которые отдает мне постоянно сестра, они с головой покрывают мои потребности жизни в декрете. И на самом деле я уже несколько лет себе не покупала одежду. Вот такая вот щедрая благотворительность со стороны моей сестры. Секрет номер два. Я на самом деле творческая личность. Я закончила музыкальную школу и играю на фортепиано. Правда, сейчас у меня его нет, потому что мы его отдали знакомой девочке, которая пошла в музыкальную школу. На самом деле, когда-нибудь я мечтаю купить синтезатор, потому что я пишу песни. Я не могу сказать, что у меня очень красивый голос, но у меня хороший слух. И, конечно, мне бы очень хотелось это как-то все оформить и выложить на канале, показать людям, но на самом деле я не знаю, когда это получится, потому что на это нужно время, чтобы сделать это хорошо. Кроме этого, я еще пишу рассказы, пока короткие, но, конечно, в перспективе мне бы очень хотелось написать книгу. В общем, на самом деле, мне очень хочется реализоваться творчески. Я страдаю из-за того, что мне не хватает на это время, но вот это вот требует моя душа. Секрет номер три. Я планирую еще один канал на ютубе. Дело в том, что Леруся очень часто не понимает, по какой причине я снимаю крупным планом Серафима и при этом не снимаю ее. Почему канал посвящен Серафиму и нет канала, посвященному Лерусе? Почему Серафим особенный ребенок, а Леруся не особенный ребенок? Очень часто у нее в голове возникают подобные вопросы. И она, конечно же, просит, чтобы у нее был тоже канал, потому что ей хочется снимать скетчи, челленджи, обзоры игрушек. Пока у меня сейчас не хватает на это времени, но в перспективе, в будущем мне бы, конечно, хотелось создать еще один канал. Возможно, когда-нибудь она уже продолжит его вести самостоятельно. Очень надеюсь, что у нас действительно это получится. Секрет номер 4. Я очень хочу третьего ребенка. Это на самом деле достаточно частый вопрос. Хотите ли вы еще одного ребенка, здорового? Здорового хочу. Потому что на самом деле, хоть нам все генетики, у которых мы обследовались, четко сказали, что вы генетически здоровы, у вас есть здоровая дочь, не бойтесь, рожайтесь, это не повторится. Но на самом деле никто не может объяснить, как так вышло, что родился Серафим с хромосомной аномалией. И гарантии, что такое не повторится, нам никто не даст. И пройти еще раз все те же самые этапы с еще одним ребенком будет просто невероятно сложно. Мне кажется, на самом деле эти вопросы возникают в голове у каждой мамы особенного ребенка, что всем хочется еще одного здорового, вот знаете, чтобы первое слово, первые шаги, чтобы все было вот как-то на радости, да, чтобы не было судорог. Хочется, конечно, но очень боязно. Я не знаю, когда я смогу решиться, смогу или не смогу, но у нас постоянно возникает этот вопрос, потому что Артем его поднимает, Артем хочет третьего ребенка. Пока я считаю, что несколько ближайших лет нам не до этого, потому что сейчас нужно как можно больше развивать Серафима.
Сейчас будет Лерусь очень много требовать внимания, подготовка к школе и так далее. Я думаю, что мы поднимем этот вопрос уже через несколько лет. Секрет 5. У меня нет карьеры. Действительно, когда я уходила в декрет, то я работала, в первый декрет с Лерой, я работала администратором в кафе. Мне эта работа не подходит, эта сфера точно не моя, и возвращаться туда после декрета я не собиралась. Когда Лера была маленькая, я открыла для себя совместные покупки. Я несколько лет была организатором совместных закупок. И мне это очень нравилось тем, что, во-первых, Леруся, когда пошла в садик, она постоянно болела, и для меня это не было проблемой, потому что я работала дома. Сейчас мне 28 лет, из-за того, что я занималась так долго совместными закупками, у меня нет опыта какой-то нормальной работы, и сейчас, если я после декрета соберусь выходить на работу, то мне придется начинать все заново, как будто бы я только что закончила университет. Секрет 6. Я склонна к полноте. Да, действительно, мне вообще не нравится тип моей фигуры. Я постоянно вынуждена следить за своим питанием, как-то ограничивать себя во всех вкусностях, которые я обожаю. Я обожаю сладкое, соленое, мучное, копченое. Вот это все и все вместе. Сначала селедочки, а потом тортика, а потом снова селедочки, потом снова тортика. Когда я себе даю расслабиться и вот это все начинаю есть, конечно, я плыву, и даже в комментариях частенько мне пишут люди: вы беременны? Нет, я не беременна, я съела 2 селедки. Я завидую тем, кто ест и не поправляется. Очень. Секрет 7. Меня недавно обманули. Знаете, мой канал вообще, когда начал набирать какие-то обороты, стали появляться в моей жизни люди, которые пишут мне, что-то предлагают, что-то выслать, какие-то услуги, все бесплатно, потому что вы блогер, вы мне симпатичны. В большинстве случаев как-то я привыкла доверять людям и соглашаюсь. Тут в нашей жизни появилась девушка, которая представилась международным волонтером. Она объявила, что она поможет нам организовать лечение Серафима за границей. Вы знаете, мошенники, ведь они находят людей, которые находятся в безвыходных ситуациях. Люди цепляются за этих мошенников, потому что выхода-то нет, ё-моё. Все началось просто очень стремительно. Мы с этой девушкой созванивались каждый день по телефону, по WhatsApp, переписывались, я уж не помню, ВКонтакте. Обсуждали, она рассказывала о себе, что скольким семьям она помогла, уже она рассказывала конкретно про эти семьи, называя имена. Мы обсуждали клинику в Швейцарии, в которой должен был проходить лечение Серафим. Обсуждали, какие будут обследования, какое будет лечение. То есть обсуждалась диагностика эпилепсии и также обсуждалось то, что нам и наши хромосомы каким-то образом подлатают, мол, там такие технологии, которые в России не снилось. Артём мне постоянно говорил, что она какая-то странная, что спросить бы у нее хотя бы какие-то документы. И я как-то с ней это обсуждала, этот вопрос, что, может быть, ты вышлешь хотя бы свой вот этот вот значок волонтера или что там, что-то хотя бы. На что она говорила, что я сейчас гощу у родителей, и что когда я там попаду домой, обязательно все пришлю. Одновременно с этим всем она вела переговоры с этой клиникой в Швейцарии и общалась с главным врачом, который говорил якобы только на испанском языке. Она как раз этот язык знала. Вдруг она как-то сообщает, что очень срочно нужно выслать ей все имеющиеся у нас обследования Серафима во время беременности и после родов. Она договорилась, там главврач куда-то уедет, поэтому надо срочно сегодня. Все срочно. Я быстро все собираю, нахожу все бумажки, сканирую, отправляю ей. Я не выслала ей ни один важный документ. Ни свидетельство о рождении, ни какой-то там полюс, никаких паспортов. Я выслала ей просто бумажки с заключениями врачей. Прошло уже полгода. Она не ответила мне ни на одно сообщение. После того, как я отправила ей эти бумажки. Она бывает онлайн, она обновляет аватарки, но она не читает мои сообщения больше ни ВКонтакте, ни в WhatsApp, ни в Вайбере, не берет трубку на мои звонки. Она просто пропала. Если что-то случилось, и это был не мошенник, она могла бы написать хоть одну строчку, что что-то не получилось, что все отменяется, или у меня какие-то непредвиденные обстоятельства. Так как она этого не сделала, мы, конечно, сделали вывод, что что-то было не так в этой всей истории.
Когда она пропала, мы с Артемом такие: блин, мы все сами тогда организуем, все бумажки собраны, отсканированы, мы сами без нее везде поедем. И мы начали обзванивать фонды, в том числе и позвонили в Русфонд, через который она собиралась работать, на что нам везде отвечали одно и то же, что мы не занимаемся диагностикой, мы занимаемся реабилитацией, и только в нашей стране. Тогда что же это вообще было? Зачем она все это делала? Как мозг ищет логику, да? Зачем ей это было нужно? То есть она все это делала для того, чтобы получить вот эти бумажки? Она столько денег потратила на международные переговоры, она могла бы в фотошопе красивее нарисовать все эти печати. Ладно, допустим, фотографии она взяла из Инстаграма, но она не имела ни один документ на ребенка. На самом деле мы с Артёмом пришли к выводу, к такому, что просто она планировала какую-то махинацию, но, видимо, у нее это не получилось, сорвалось, и она просто не довела это до конца. Видимо, так. Я ждала, наверное, месяц после того, как она пропала, каждый день проверяла, онлайн она или нет. Я ждала, что она вернется и объяснит, почему она не писала. Вы просто не представляете, насколько это было для меня огромным разочарованием понять, что мы никуда не едем. Потому что я-то уже в голове себе все нарисовала, как в Швейцарии нам помогают. И вы понимаете, она говорила такие фразы, которые до сих пор у меня сидят в душе. Она говорила, что мы еще погуляем на свадьбе у Серафимы и прочее. На самом деле я рассказываю это для того, чтобы просто отпустить это и забыть эту историю раз навсегда. И нельзя всем, конечно, доверять и с розовыми очками смотреть на каждого человека, который ко мне обращается. Я не держу на нее зла на самом деле, даже если она ведет сбор. Не знаю. На самом деле я все это просто рассказала, отпустила, я про нее сейчас просто забыла. Значит, все к лучшему. На самом деле, если вы не заметили, мне было очень тяжело это все рассказывать. Какие-то секреты были смешные, типа БУ вещей. Последняя же история всколыхнула немного эмоций, я чуть не расплакалась, но сдержалась, между прочим. Я, ё-моё, расту как блогер, я больше не плачу. Спасибо большое, что выслушали меня. Буду дальше копить секреты, чтобы снова вас всех ими радовать. Или нет. В общем, спасибо большое за просмотр. Всем пока.